Никола Тесла оставил после себя не только величайшее научное наследие, но и загадочные записи, полные мистических откровений о природе души и ее превращении после смерти. Эти страницы, написанные рукой гения, хранят в себе послания, которые до сих пор вызывают споры среди ученых и оккультистов, поскольку они намекают на существование неизведанных измерений и энергии, которая продолжает жить после ухода физического тела. В таинственных строках дневника Тесла описывал, как душа после смерти преображается в поток чистой энергии, способный влиять на материальный мир и изменять законы природы. Он утверждал, что каждая частица этой энергии хранит в себе память о пережитых эмоциях, мыслях и даже боли, превращаясь в нечто вечное и трансцендентное. Глубокие размышления Теслы о потустороннем мире возникли на фоне его экспериментов с электромагнитными полями, где он наблюдал странные колебания, не поддающиеся обычному объяснению. Он считал, что смерть — это не конец, а лишь переход в состояние, где душа обретает новую форму, сливаясь с космической энергией, которая пронизывает Вселенную. В своих записях он приводил примеры, как измеренные им вибрации совпадали с древними пророчествами, предвещавшими превращение человеческой души в чистую энергию, способную исцелять и разрушать одновременно. Эти откровения потрясли самого Теслу, заставив его задуматься о том, что реальность гораздо глубже и многограннее, чем может показаться на первый взгляд, и что граница между жизнью и смертью тонка, как луч света в бесконечной темноте. Дневник также содержит отрывки, где Тесла описывает, как образы, мерцающие перед его глазами, напоминали ему о древних цивилизациях, которые обладали знанием о циклическом характере бытия. Он утверждал, что секреты, записанные в этих строках, передаются через поколения избранных, способных постичь истинную природу Вселенной, где каждая смерть является началом нового цикла, а каждая утрата — возможностью для духовного возрождения. Тесла писал, что в моменты глубокого экстаза, когда его ум был охвачен видениями неизведанных миров, он ощущал, как энергия его собственной души начинает вибрировать в унисон с ритмами космоса. Эти переживания, по его словам, были настолько интенсивными, что он мог буквально почувствовать, как его сущность растворяется в бесконечном потоке энергии, открывая перед ним необъятные просторы вечности. В одном из самых интригующих отрывков дневника он сравнивал процесс превращения души после смерти с ритуалом возрождения, где каждая частица бытия проходит очищение через огонь трансформации. По Тесле, эта энергия не только сохраняет индивидуальность, но и обогащается коллективным опытом всех существ, сливающихся в единое целое, что позволяет душе продолжать свое путешествие сквозь время и пространство. Он описывал, как в моменты особой концентрации его ума происходили явления, когда мерцающий свет электромагнитных волн казался отражением внутреннего огня души, способного исцелять и вдохновлять, но одновременно разрушать все на своем пути. Эти наблюдения подчеркивали его веру в то, что человеческая душа является не конечной сущностью, а частью великой космической системы, где энергия, оставляемая после смерти, становится топливом для нового витка жизни. Тесла также отразил в дневнике свои размышления о древних текстах и мифах, в которых предвещалось, что после смерти душа вступает в связь с бесконечным источником энергии, позволяющим ей пережить любой земной опыт и даже преобразовать материальный мир. Он находил удивительные параллели между своими экспериментами и легендами древних цивилизаций, уверяя, что истина о потустороннем существовании была известна еще в античные времена, но была утрачена в водовороте времени. Особое внимание он уделял описанию феномена, когда, по его мнению, оставленная после смерти энергия может быть обнаружена с помощью особых приборов, способных зафиксировать мельчайшие колебания материи. Тесла считал, что такие измерения дают ключ к пониманию вечного цикла преобразования, где смерть становится лишь одной из стадий бесконечного обновления, а душа продолжает существовать в новом, более высоком измерении.
Эти мистические размышления Теслы вдохновляли его самого, наполняя его ум стремлением разгадать тайну бытия, которая, по его мнению, могла привести к новым открытиям в науке и духовности. Дневник, наполненный шокирующими и парадоксальными идеями, служил для него не только источником вдохновения, но и предостережением. Знания о трансформации души после смерти могут изменить само понимание жизни, открывая перед человечеством необъятные горизонты, но и неся с собой опасность утраты контроля над реальностью. Таким образом, тайны дневника Теслы, отражающие его глубокие мистические и научные исследования, стали отправной точкой для переосмысления самого понятия жизни и смерти. Его откровения о том, что душа после смерти превращается в поток чистой энергии, навсегда изменили представление о природе существования, побуждая многих задуматься о вечном цикле возрождения и трансформации. Эта часть дневника остается одной из самых загадочных и обсуждаемых тем в мире науки и мистики, побуждая искателей истины искать ответы на вопросы, которые, казалось бы, выходят за рамки человеческого понимания. Откровения Теслы, хотя и окутаны тайной, открывают перед нами возможность взглянуть на смерть не как на конец, а как на трансформацию, способную подарить новую жизнь, полную энергии и вечного света. Возвращение из мира, где царил потусторонний мрак и бесконечное спокойствие, навсегда изменило восприятие Никола Теслы, оставив в его душе глубокий шрам, который он никогда не смог залечить. После первого этапа его мистического путешествия, в записях дневника появились новые откровения, указывающие на то, что истинное превращение души после смерти — это не конец, а начало вечного пути преобразования. В дальнейших страницах Тесла описывал, как энергия, оставляемая после ухода человека, начинает медленно трансформироваться, обретая форму яркого, почти осязаемого потока, который способен влиять на материальный мир. Он утверждал, что этот поток несет в себе память о каждом пережитом моменте, каждой капле радости и боли, и что именно эта энергия служит фундаментом для нового начала в бесконечном цикле бытия. Тесла описывал, как в моменты экстаза, когда его ум наполнялся видениями неземных миров, он наблюдал, как невидимая субстанция, исходящая от умирающих тел, постепенно приобретает цветовые оттенки и пульсирует ритмами, напоминающими биение сердца Вселенной. Эти наблюдения заставляли его предполагать, что душа не угасает, а переходит в состояние чистой энергии, способной воплощаться в различных формах, от мерцающих огней до вибрирующих линий, связывающих все живое. В его записях встречались фрагменты, где смерть сравнивалась с ритуалом возрождения, в котором каждая душа проходит через огонь очищения, оставляя позади все земные муки и открывая дверь в новый, неизведанный мир. Тесла писал, что именно этот процесс превращения является фундаментальным для всей материи, и что энергия, оставшаяся после смерти, способна влиять на будущее, даруя возможность как разрушения, так и созидания. По мере того, как его записи продолжались, Тесла все яснее видел, что переход души — это сложное явление, включающее не только физическую, но и духовную трансформацию, где каждая частица становится носителем вечного знания. Он приводил примеры из своих экспериментов, где мельчайшие колебания в электромагнитных полях совпадали с моментами перехода, фиксируя в себе энергию, которая, по его мнению, была отражением судьбы каждой души. В одном из самых ярких отрывков дневника он описывал видение, где его разум оказался в пространстве, полном переливов света и тьмы, где каждая искра, вспыхивающая в безбрежном космосе, символизировала новую жизнь, зарожденную из пепла погибшей материальности. Он видел, как эта энергия, подобно древней реке, несет в себе не только боль утраты, но и обещание возрождения, даруя каждой душе шанс на новое существование в другом измерении. Для Теслы концепция вечного возрождения стала отправной точкой для переосмысления всего сущего. Он полагал, что каждая смерть влечет за собой начало нового цикла, в котором душа, очищенная от земных оков, вновь обретает форму,
позволяющую ей влиять на материальный мир. Его записи содержали упоминание о том, что этот процесс можно сравнить с мгновенным, но бесконечным преобразованием, где каждое окончание становится семенем для нового начала, а каждая потеря — возможностью для духовного роста. Михаил Овчинников, изучая эти древние откровения Теслы, пришел к выводу, что смерть — это не мрак, а лишь переход, в ходе которого душа преображается, объединяясь с потоком космической энергии. Он отметил, что люди, пережившие подобное видение, часто возвращались к жизни с новым пониманием, ощущая, как каждое пережитое страдание стало фундаментом для внутреннего просветления и духовного обновления. В финале своего опыта, описанного в дневнике, Тесла предостерегал, что истинное знание о трансформации души после смерти может открыть перед человечеством безграничные возможности, но и нести огромную ответственность за использование этой силы. Он писал, что только те, кто осмелится взглянуть правде в глаза и принять неизбежность вечного обновления, смогут преодолеть страх перед смертью и обрести настоящую свободу, освобождая свою душу от земных оков. Таким образом, откровения, запечатленные в тайном дневнике Теслы, становятся не только свидетельством его гениальности, но и ключом к пониманию того, что жизнь после смерти — это процесс трансформации, где энергия души продолжает свой бесконечный танец, влияя на все живое. Эти шокирующие строки, так долго скрывавшиеся от публики, теперь служат напоминанием о том, что наша истинная сущность не угасает с приходом смерти, а лишь преображается, даруя шанс на вечное возрождение и глубокое просветление. В заключении этого этапа своего мистического пути Михаил Овчинников понял, что каждая душа, пережившая переход, несет в себе искру новой жизни, а опыт, запечатленный в дневнике Теслы, стал для него неоценимым даром, позволяющим увидеть истинную суть бытия. Его собственное сознание преобразилось, обретя глубокое понимание цикличности жизни и смерти, и он осознал, что каждый миг, каждая потеря и каждая радость — это части единого, вечного потока, который никогда не иссякнет. Таким образом, мистические откровения, запечатленные в дневнике великого Теслы, стали отправной точкой для нового видения человеческого существования, видения, где смерть не является концом, а лишь переменой состояния, в ходе которой душа продолжает свой путь в мире чистой энергии, света и бесконечного обновления. Этот опыт, наполненный страхом, надеждой и глубоким пониманием, навсегда изменил представление о природе бытия, оставив неизгладимый след в сердцах тех, кто осмелился искать истину за гранью смертного.